Всем привет, меня зовут Кристина, и это мой блог о вязании крючком и спицами. В данном видео я вам покажу, как связать вот такую прекрасную косынку спицами. Вяжется она очень легко и просто, справится с ней даже новичок. Данная косынка связана из ангоры 80 в 4 нити. Такая вот она классная и пушистая, очень красивый цвет. Она подойдет из ангоры более на такую прохладную погоду косынка, а на более теплую я свяжу из пряжи акварель от Infinity Design в составе хлопок с мериносом. По данному видео вы сможете связать косынку и на летний сезон, на осень, весну или на зиму. Тут нет привязки к плотности и вяжется все просто по схеме. Для вязания нам потребуются спицы на леске 80 сантиметров. В данном случае я взяла спицы на полразмера больше, чем заявлено на пряже. Рекомендация спиц. Вы также можете взять на размер, либо на полразмера больше спицы для вязания косынки. Набираем петли на спице классическим способом. 3 петли. Разворачиваем. Провязываем первый ряд. Кромочную первую, только в этом ряду мы сейчас провяжем изнаночной. Вторая петля изнаночная и кромочная, третья лицевая. Разворачиваем вязание. Теперь во всех последующих рядах кромочную мы будем снимать нить перед работой. И в последующих рядах мы также всегда после и до кромочной будем делать прибавление. Сейчас из протяжки накидываем петлю на спицу и провязываем лицевой. Далее лицевая петля, снова провязываем прибавку из протяжки, накидываем и провязываем лицевой. И кромочная лицевая. Разворачиваем. Все петли изнаночные. Кромочная снимается. Последняя кромочная лицевая. Четвертый ряд. Кромочная снимается, делается прибавка, но теперь прибавки всегда будем делать таким способом, как сейчас. Вот здесь есть у нас петля и есть петля на ряд ниже. Ее мы подхватываем и накидываем на спицу и провязываем лицевой. Далее нашу петлю провязываем лицевой. Дальше делаем еще одну прибавку. Поднимаем снова вот эту вот перемычку, ее накидываем и провязываем. Следующая лицевая, еще одна прибавка, также из петли на ряд ниже, одну перемычку поднимаем и провязываем лицевой. Следующая лицевая, и перед кромочной также делаем прибавку. Вот она здесь, петля на ряд ниже. И провязываем за заднюю стенку. Кромочная, лицевая. Разворачиваемся и все петли провязываем изнаночными. На спице должно быть 9 петель. В этом ряду, в шестом, мы сейчас провяжем, сделаем прибавки только после кромочной и до кромочной. Также поднимаем перемычку от петли предыдущего ряда, накидываем. И за переднюю стенку провязываем лицевой. Далее все петли провязываются до последней кромочной лицевыми. Смотрим петлю из нижнего ряда, поймали и накинули, провязали и кромочную. Разворачиваем вязание и провязываем все петли изнаночными.
кроме кромочных. 8 ряд будем выделять центральную петлю, перед которой и после которой мы всегда будем делать прибавку. Еще раз повторюсь, что в последующих рядах всегда мы делаем прибавку после кромочной. Кромочную сняли, делаем прибавку, петля на ряд ниже, накидываем, провязываем. Сейчас сделали кромочную прибавку, провязываем 4 лицевых. 4 лицевых провязали, и сейчас делаем прибавку из петли, которая на правой спице. Подхватываем перемычку на ряд ниже, которая с правой спицы этой петли, и провязываем лицевой. Вешаем маркер. Следующая петля лицевая, маркер. Делаем прибавку с левой спицы. С нижнего ряда также накидываем перемычку, провязываем, вяжем до кромочной лицевыми. До кромочной провязали, таким же образом находим здесь нижнего ряда, накидываем и провязываем. И кромочная провязывается лицевой. Следующий ряд все изнаночные. Приступаем к вязанию 10 ряда. Еще раз покажу, как мы делаем прибавки и в какой последовательности. Далее уже будете вязать самостоятельно до нужного вам размера. Провязали, точнее сняли кромочную в лицевом ряду. Вот она у нас петля на спице, которая петля нижнего ряда. Ее накидываем и провязываем лицевой. Далее лицевая петля и вяжем петли до маркера. Здесь перед маркером мы всегда поднимаем петлю. Вот у меня на правой спице петли. Из правой петли, то есть, которая на правой спице, я отсюда поднимаю петлю перед маркером, я так делаю, и провязываю. Далее лицевая, маркер. Теперь я поднимаю петлю, которая на ряд ниже, с левой спицы, накидываю и провязываю. То есть перед маркером мы накидываем, поднимаем петлю с правой спицы на ряд ниже, а после маркера мы делаем наоборот. С левой спицы на ряд ниже мы поднимаем петлю. И также не забываем перед кромочной, также поднимаем петлю и провязываем ее. Кромочная всегда лицевая. Первая кромочная в начале ряда, изнаночная, снимается нить перед работой. Все, вот таким вот образом делаем прибавки после кромочной, перед маркером, после маркера и перед кромочной. У меня получилось так, я провязала в этой косынке петель, где-то у меня получилось 107, по-моему, 107, 111 можно провязать вот так. И здесь, я думаю, у меня выйдет так же. Но если вы хотите косынку длиннее, чтобы она больше закрывала лицо и ложилась на шею, то можно провязать ее длиннее. И тут уже, конечно, этот размер косынки на ваше усмотрение. После чего, как свяжем размер, перейдем к обвязке и к вязанию шнурков, завязочек. После того, как провязали, необходимое количество прибавок сделали, у меня получилось 107 петель. Вы можете связать побольше, либо поменьше, в зависимости от вашего обхвата головы. Теперь переходим к обвязке. Продолжаем вязать, но будем вязать платочной вязкой. Первую кромочную мы снимаем и провязываем все петли лицевыми.
Мы уже не делаем никаких прибавок, вяжем просто лицевыми петлями. Второй ряд обвязки мы провязываем также лицевыми петлями. Платочная вязка — это все петли лицевые в каждом ряду. Также снимаем кромочную, и все вяжутся лицевыми. Провязала я 4 ряда платочной вязки. Теперь необходимо закрывать петли. Снимаем первую петлю со спицы, следующую провязываем лицевой и продеваем снятую петлю через провязанную таким образом. Далее делаем все то же самое, провязываем лицевой и переснимаем через петлю. Таким образом закрываем все наши петли. Еще хочу сказать по поводу завязок. Если вы не любите завязки шнуркового типа, я сделаю такие. Я делаю с помощью шнуроплета, но покажу, как еще сделать крючком. Но если вы хотите продолжить вязать завязки от косынки, допустим, также они будут платочной вязкой, либо резинкой 1 на 1, то вы первые 4 петли провязываете, снимаете их на ниточку, либо на съемную булавку. Вот. И дальше вы продолжаете закрывать петли. Закрываете петли до последних 4. Последние 4 петли вы не закрываете и начинаете вязать завязки. После чего с этой стороны, где петли оставили открытыми, сюда присоединяете нить и вяжете завязки здесь. Все достаточно просто, а я сделаю себе вот такие вот шнурковые завязки. Для вязания шнурка я возьму крючок номер 6. Отмотать необходимо достаточно длинный хвостик. Хвостик располагается за крючком, нить от мотка ближе ко мне. Теперь необходимо сделать как бы такой первый узелок. Накидываем на крючок нить, то есть нам надо обмотать нитью, которая идет хвостика. Далее берем рабочую нить и провязываем через вот эти вот 2 петли и затягиваем. Теперь рабочую нить накидываем, то есть нить от мотка. Далее подхватываем хвостик и провязываем через вот эти вот 2 петли. Накидываем нить от мотка, накидываем нить хвостика и провязываем нить от мотка, нить хвостика, провязываем нить от мотка, нить от хвостика и провязываем. Таким образом вяжите шнурок на нужную вам длину. Хвостик лучше отмотать с запасом, так как будет очень обидно, если его не хватит. Поэтому если вяжу шнурок таким образом, я всегда отматываю нить с хорошим запасом. И вот такой вот шнурок будет получаться. После чего, как я свяжу шнурки, необходимо, конечно же, спрятать все хвостики. И буду перешивать шнурок вот таким вот образом, где у меня была обвязка платочная. Все, шнурки пришиваются, и наша косынка готова. Спасибо за просмотр. Приятного вязания!